В городе Гродно есть площадь Тайзенгауза, но когда спрашиваешь знакомых, знаете ли вы, кто такой Антоний Тайзенгаус и в чем его заслуги перед городом, тут, к сожалению, ответить могут единицы. И мне захотелось сделать видео с рассказом об Антонии Тайзенгаузе, но рассказать не банальным пересказом статей из интернета, а поискать немного глубже и разобраться, так кто же такой был этот Тайзенгаус и какую роль он сыграл в развитии Гродно. И в сегодняшнем видео я буду рассказывать вам о нем на фоне старинных построек XVIII века, которые остались в нашем городе, и это то, что было создано Антонием Тайзенгаузом в рамках его проекта под названием «Городница» именно во второй половине XVIII века в нашем городе. Так что, если интересно, то присоединяйтесь. Граф Антоний Тайзенгаус был политический и общественный деятель Великого княжества Литовского, один из талантливейших финансистов своего времени. Фактически он был наместник монарха Речи Посполитой в ВКЛ, где Тайзенгаус почти монополизировал королевскую политику до 1780 года и, будучи личным другом Станислава Августа Понятовского, короля Польши и великого князя Литовского, Тайзенгаус стал казначеем Великого княжества Литовского и управляющим королевскими поместьями. Но обо всем по порядку. Род Тайзенгаузов древний, имеет немецкое происхождение. Правда, тогда они назывались немного иначе – Тайзенгаузены. Далекие предки Тайзенгауза в поисках лучшей земли поселились в Прибалтике еще в раннем Средневековье. Было это в конце XII столетия. А что же до самого Антония, то он родился в 1733 году в семье Бенедикта Тайзенгауза и Анны Беганской. Первоначальное обучение он получил домашнее, а затем продолжил его в Вильне. И на театральной афише 1747 года есть упоминание, что он изучал риторику. Сложно сейчас сказать, как бы выглядела карьера Антония Тайзенгауза и как бы она сложилась, если бы не череда случайностей. Первые шаги во взрослой жизни ему помог сделать дядя, который был великомирский староста. И в 1757 году в Гродненском городском суде освобождается место подстаросты. И с помощью протекции дяди, который обратился к Четвертинским и Масальским, Антоний получает это место. Именно Масальские помогли Тайзенгаузу сделать первые шаги на политической арене. И в 1761 году Гродненская шляхта выбирает его своим послом на Варшавский сейм. Этот сейм не сыграл никакой роли в его карьере, кроме одного необычного обстоятельства. Именно на нем он познакомился с будущим королем и великим князем Станиславом Августом Понятовским. Хотя в Википедии есть альтернативная информация о том, что в молодости Тайзенгаус служил в могущественной семье Чарторийских при их дворе в Волчине. В то время Тайзенгаус подружился со Станиславом Августом Понятовским, который родился и получил образование в Волчине, так как Чарторийские были его дядями. Но так или иначе, личное знакомство с будущим королем сыграло свою роль, и после избрания Понятовского на престол Речи Посполитой в 1764 Понятовский друга не забыл, и Тайзенгаус стал придворным казначеем Великого княжества Литовского, старостой Гродно и управляющим королевскими поместьями. В 1766 Тайзенгаус избирается в Сейм Речи Посполитой и уже отвечает за все вопросы, связанные с земельными владениями короля Польши, и пользовался значительной свободой в их управлении. В то время, в середине XVIII века, в Европе бурно развивались буржуазные отношения, а Речь Посполитая со своим ливером вето – это право вето шляхты на сейме, которое полностью подрывало государственную власть и парализовывало экономику, тотально отставала от Запада, и внешнеторговый баланс Речи Посполитой катастрофически ухудшался. Из-за границы в ту страну ввозились в разы больше, чем экспортировали, и причем покупали все, от сукна до булавок. И с целью противостоять оттоку капиталов правительство несколько раз принимало закон против роскоши, но не помогло. Тут и родилась идея, которую сегодня можно пересказать словами известной рекламы «Купляйте белорусское». И Тайзенгаус со своим проектом устройства местных мануфактур пришелся как нельзя кстати. И если предшественники Тайзенгауза видели прогрессивный путь развития государства в увеличении доходов и упразднении панщины и введении высокого оброка, то у Тайзенгауза взгляд был на прогрессивное ведение сельского хозяйства совершенно противоположный. Он выражался в поднятии налогов, введении барщины, принудительного труда и основывался и ориентировался больше на систему крепостного права. Это, конечно, был шаг назад.
то время в Европе товарно-денежные отношения как способ ведения хозяйства показал себя лучше, и крестьянские хозяйства, попробовав более прогрессивные методы ведения, отрицательно восприняли реформы Тизенгауза. Росло недовольство, саботаж, начался отток рабочих рук, что очень злило Тизенгауза. Он приказывал ловить, заковывать в кандалы, возвращать, садить в тюрьму. И за 15 лет такого ведения хозяйства Тизенгаузом количество хозяйства упало на 7,5%, а население на 7,7%. Первые жалобы начались уже в 1766, а в 1769 вспыхнуло вооруженное восстание, которое было жестоко подавлено, а реформы лишь слегка изменены. Для увеличения рабочих рук для своих проектов и инициатив Тизенгаус делает ставку на дорогостоящие услуги иностранных специалистов, так как усилия по созданию местного высокообразованного рабочего класса сдерживались отсутствием системы образования и крепостным правом. И Тизенгаус стал приглашать немецких рабочих. Он специально построил для них жилье на улице Раскоша. Это вот эта улица, сейчас это улица Элиза Жешка. Вот так выглядели эти домики. Сюда привозили рабочих, показывали им, где они будут жить, но дело в том, что только фасады этих домиков были каменные, а сами домики были небольшие и деревянные. Ну, конечно, будущих работников, провозя на большой скорости мимо каменных фасадов на лошади, никто не показывал им, что было за фасадом. Во времена Тизенгауза эти домики именовались домами мастеров, и в них селили высококлассных специалистов, которые работали на мануфактурах, построенных Тизенгаузом. В 70-х годах XVIII столетия архитектурный облик Гродно начал меняться радикальным образом, и свой проект застройки Антоний Тизенгаус назвал «Городница». Проектом планирования и застройки городского ансамбля было поручено заниматься дрезденскому архитектору Иоганну Мёзеру и итальянскому Джузеппе де Сакко. Это памятник Джузеппе де Сакко, который стоит недалеко от резиденции самого архитектора, которую он построил для себя лично. За его спиной на возвышении стоит дом, известный в Гродно как дом масонов. Это была личная резиденция Джузеппе де Сакко. И надо сказать пару слов отдельно о Джузеппе де Сакко. Все же это был единственный архитектор, который разговаривал с Тизенгаузом на равных, и кому Тизенгаус не грубил, так как де Сакко сам был дворянского рода и такой же забияка и бритер, как Тизенгаус, и легко мог дать отпор, и все могло закончиться дуэлью либо отъездом, поэтому с мнением Джузеппе де Сакко Тизенгаузу, увы, приходилось считаться. И на коленях статуи у Джузеппе де Сакко как раз лежит проект, который он создал вместе с Антонием Тизенгаузом под названием «Городница». И хочу обратить ваше внимание на П-образное начерченное здание. И это дворец самого Тизенгауза, и сейчас немного расскажу о нем. Дело в том, что центральным композиционным элементом городского комплекса должна была стать новая площадь. Сейчас это площадь Тизенгауза, и его архитектурной доминантой должен был стать дворец самого Тизенгауза. Вот он был таким, остался на старых фотографиях. Над главным входом возвышался бельведер с куполом и статуей богини Цереры, и фасад дворца со стороны медицинской академии после возведения дополнительного корпуса с манежем имел в длину более 140 метров. Сохранились фотографии начала XX века. Вот видите, в нижнем углу, в правом, это дворец Тизенгауза, какой он был огромный. Анфилада дворца была настолько огромная, что уступала только по протяженности Версалю. Зато превосходила любую из анфилад многих известнейших монарших резиденций Европы, таких как Букингемский дворец, например. Медицинская академия, которая располагалась выше, видите, совершенно теряется на фоне дворца. Такие были несопоставимые большие размеры. За дворцом располагался ботанический сад, а перед ним должны были стоять две официны – театральная и музыкальная. Успели возвести только одну кривую официну, которая есть на плане города. Вот эту вот не успели, есть вот эта кривая официна, а вот эта должна была быть, но не сложилось. Это реальный план городницы 1780 года, который есть в Центральном военном историческом архиве в городе Москве. Главной улицей района Городницы была улица Раскоша, сейчас это улица Элиза Жешка, и на ней именно предполагалось построить 20 типовых домиков для иностранных мастеров, но до наших дней дошел только один из них, в котором и расположен музей Городница.
В Гродно Тизенгаус основал по меньшей мере 23 фабрики, на которых работало около 3000 человек, и производились ткани, бумага, украшения, инструменты, мебель, экипажи, гобелены, пояса, чулки, кружева и многое другое. И так как в основном на фабриках использовался принудительный труд местного крестьянского населения, то себестоимость изготавливаемых изделий была достаточно конкурентоспособной. Так, для примера, отрез или локоть, как тогда такая мера была, локоть заморского сукна, стоил от 15 до 20 злотых, а изготавливаемые на фабриках Тизенгауза от 3 до 12 злотых. Но, конечно же, на одном уменьшении себестоимости производства нельзя было построить успешную бизнес-модель. И тут важна была и логистика. Это дороги, водные пути, которые были совершенно не развиты в тот период, и надо было вкладывать деньги в их развитие. К тому же, помимо этого, некоторые открытые мануфактуры не окупали себя по затратам, как, например, производство кружев или карет. И помимо того, что нужно было доставлять высокое затратное сырье, нужно было еще продумать логистику сбыта, и иногда производимая продукция просто работала на склад. Конечно же, все это не могло не отразиться на расходах королевской казны. Если взять, к примеру, каретную мануфактуру, купить карету, стоимость которой была в пределах 3600-4900 тысячи злотых, мог себе позволить не каждый магнат или князь. Так что сбыт каретной продукции тоже был еще одной проблемой в копилку неприятностей. И помимо мануфактур были построены учебные заведения, например, медицинская академия, которая была основана в 1775 году под руководством приглашенного французского ученого Жана Иммануила Жеребера. И хочу немного отвлечься на такой забавный факт. Когда искала информацию о Тизенгаузе, то на сайте в интернете вполне себе уважаемых туристических фирм о Тизенгаузе написана статья и показан памятник Желеберу. И на полном серьезе говорится, что это памятник Тизенгаузу. Ну, слушайте, я, конечно, понимаю все, но можно уже все продвигать, но все-таки, наверное, надо как-то информацию проверять, а то уже скоро будет стыдно перед туристами. Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но свои видео я хотя бы делаю на основе не интернет-страниц, а все-таки периодических изданий, литературы для научного использования, книг по краеведению. Так что хотелось бы донести информацию в правильном и в правдивом, что немаловажно, виде. Но это так, лирическое отступление. Но вернемся к рассказу о Тизенгаузе и проекте «Городница». Как я уже сказала, помимо мануфактур, по инициативе Тизенгауза в Гродно были построены и учебные заведения, кадетский корпус, театрально-музыкальная школа, библиотека, музей истории природы. Заложен один из крупнейших в Европе ботанических садов, открыта медицинская академия, строительно-акушерская, ветеринарная школа. Опять же, по инициативе Тизенгауза был основан в королевской типографии, издавалась газета «Гродненская газета» и их хозяйственный календарь. И все это тоже, конечно же, требовало затрат. Расходы росли, и продукция скапливалась на складах, и иногда наступали такие моменты, когда рассчитаться с кредиторами просто не было средств. Но трудности, связанные с производством и реализацией продукции, Антонио Тизенгауза совсем не останавливали. К тому же, помимо финансовых проблем, очень уж неоднозначной была личность самого Антонио Тизенгауза. Он не терпел, когда ему возражали. Он не слушал советов, хотя не единожды иностранные управляющие его мануфактур, такие как Якуб Бакю и Оган Минднер, советовали ему передать нерентабельные мануфактуры в управление или аренду и сосредоточить свое внимание на развитии высокорентабельных мануфактур. Он относился к своим иностранным работникам так же, как к крепостным. За любую провинность сёк розгами. И возражение, что мы вообще-то свободные люди, его нисколько не останавливало. И иностранные мастера, обладавшие хоть какой-то квалификацией, вырваться на свободу из рук Тизенгауза не могли совершенно. Влияние Тизенгауза на короля, его попытки манипулировать мелкопоместным дворянством вызывали политическую оппозицию среди других дворян, и после нескольких неудач на его фабриках в 1780 году дворяне выдвинули обвинение в том, что Тизенгауз использовал деньги казны для своих личных дел. Против Тизенгауза была организована судебная тяжба, и он не смог рассчитаться с очередным долгом по кредитам, и перед королем Понятовским встал вопрос – спасать инвестиции или оставшиеся деньги. Но судьба Тизенгауза была решена.
Провал экономического чуда Тизенгауза привел к отстранению его от управления экономиями в 1780 году. И разбросанные по всему Великому княжеству Литовскому бывшие экономии Тизенгауза на 3 года были переданы в аренду надворному королевскому маршалку Франтишку Живусскому. И уже 26 июля 1780 года Тизенгаузу было приказано в 24 часа покинуть городницу. Тизенгаус отправился в Варшаву, где пробует встретиться с Понятовским, но безрезультатно. Впереди судебное разбирательство, которое закончилось тем, что Понятовский освободил Тизенгауза от его обязанностей, его привилегии были все аннулированы, а имущество конфисковано, и был большой долг. Причем суды не прекращались вплоть до 1782 года. Об этом можно почитать более подробно в книге Юрия Гордеева, которая называется «Романтик эпохи Просвещения. Антоний Тизенгаус», кому интересно. И в свои последние годы Тизенгаус был вынужден часто переезжать. Этому помимо конфискации имущества способствовало его сильно ухудшившееся финансовое положение. Так, в 1780 и 81 году он жил в Варшаве, потом некоторое время в Гродно приехал, далее в 82 уже в Несвеже, через год в Вильне, и через какое-то время финансовые проблемы и обвинения в них Тизенгауза перестало быть какой-то главной повесткой и уже не притягивало столько внимания. И в 1784-м Сейм вспомнил про его былые заслуги и снизил сумму его многомиллионного долга на 634 тысячи злотых. Но все эти суды и дрязги очень сильно подорвали здоровье Антония Тизенгауза, и в том же 1784 году его здоровье сильно ухудшилось. В конце 1784 года он еще смог приехать в Гродно и уже в начале 85-го отправился в Варшаву. Но местные врачи уже ничего не могли сделать, и в конце марта он был настолько слаб, что уже даже не мог говорить. 27 марта 1785 он принял причастие, предвидя скорый конец, и с 30 на 31 марта умер в 52 года, но по нашим меркам еще совсем молодой мужчина. А 20 апреля катафалк с телом Тизенгауза покинул Варшаву и был привезен и похоронен в фамильном склепе в костеле в местечке Желудок Дятловского района Гродненской области. А дворец Тизенгауза, который стоял на этом месте, где сейчас стела Вечного огня, был разрушен в 1915 году. Вот фото времен разрушения, еще видите на переднем плане немецкий солдат. От 85 построек некогда грандиозного проекта «Городница» до наших дней сохранились не более 2 десятков. И в Гродно именем Тизенгауза названа площадь, где некогда стоял его дворец. И символично, что памятник Джузеппе де Сакко, видите, поставили так, что он сидит и смотрит на дворец Тизенгауза, который располагался прямо вот там впереди. А в Фарном костеле в городе Гродно сохранился памятник Тизенгаузу из мрамора и бронзы, который через 100 лет, в 1895 году, создал талантливый скульптор из Львова Томаш Дикас. У подножия обелиска, украшенного медальонным портретом Антония Тизенгауза и увенчанного вазой с символическим прахом графа, в трауре склонила голову скорбящая женщина. Мемориал этот был создан по инициативе его родственника, внучатого племянника графа Константина Александра Тизенгауза. И нет никаких сомнений, что масштабная деятельность Антония Тизенгауза при всей своей противоречивости заслуживает более широкого внимания и прославления. Он был своеобразным символом эпохи Просвещения в то время на этих землях, и будем надеяться, что когда-нибудь на улицах Гродно появится памятник Тизенгаузу. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, я немножко рассказала, кто был такой Антоний Тизенгауз и чем он прославился в нашем городе. Надеюсь, что было не занудно. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.